Ты наткнулась на это послание не случайно. Нет, дитя мое, есть причина, по которой твои глаза и твое сердце здесь, в этот самый момент. Что-то большее, что-то священное, что-то божественное втянуло тебя в этот завет слов. Ты здесь, потому что небеса уже решили прошептать тайну в твой дух. Не относись к этому легкомысленно. Не отвергай это как очередное мимолетное видео. Ибо в этих самых мгновениях таится ключ к двери, который откроет твою судьбу, высвободит твое благословение и возвестит изобилие, о котором ты молча молилась. Вот почему ты должна остаться со мной до конца, ибо чудо, о котором ты так взывала, не будет ждать до завтра. Оно начинается сейчас. Но не будем отрицать правду. Прямо сейчас дыхание несправедливости, возможно, душит вас. Счета громоздятся, словно несокрушимые горы, деньги утекают сквозь пальцы, словно вода, а дух нужды превратил ваш дом в свою тюрьму. Вы чувствуете это в груди по ночам, страх, давление, бесконечную бурю неизвестности, как встретить завтрашний день. Вы пытаетесь улыбнуться, вы пытаетесь встать, но ваше сердце болит под сокрушительным бременем поражения. Бедность насмехается над вашей верой, долги издеваются над вашими молитвами, и иногда вы думаете, не забыл ли Бог свое обещание вам. Вы чувствовали это удушье. Вы пробовали это горькое отчаяние. Это гнетущее молчание, когда мир отворачивается и никто не видит ваших слез. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Услышьте меня ясно, это не ваш конец. Эта удушающая несправедливость не ваша судьба. Именно в тот момент, когда надежда кажется угасшей, когда в вашей душе больше нет сил бороться, небеса начинают двигаться со сверхъестественной силой. Когда ваши силы кончаются, начинается вечная сила Божья. И сегодня вечером, прямо здесь, вы обнаружите, что вас никогда не бросали, никогда не оставляли, никогда не забывали. Завет, который Бог заключил со своими избранниками, включает вас, и никакая буря долгов или отчаяния не сможет разрушить то, что было запечатано в вечности. Поэтому я прошу вас, оставайтесь до конца. Не отворачивайтесь сейчас. Эта молитва необычная. Это не пустые слова или мимолетные обещания. Это божественное предназначение, прямой призыв от самого Бога радикально преобразить вашу жизнь. Вы готовы вступить в урожай благословений, в богатство духа и тела, в наследие, которое всегда было вашим. Смотрите с верой. Смотрите с ожиданием. Смотрите с сердцем, готовым к преображению, ибо чудо начинается здесь. Усталая душа, да, вы точно знаете, каково это. Бесконечное бремя необходимости протащить себя через еще один день, еще один час и еще одну минуту, даже когда энергия в вашем сердце уже иссякла. Раненое сердце, избитое разочарованием, разорванное предательством, израненное потерями, которых никто другой по-настоящему не видит. Пустой холодильник, глядящий на вас, как жестокое напоминание о том, что нужда прокралась в ваш дом. И страх перед завтрашним днем, тихий, удушающий ужас, который охватывает вас, когда вы спрашиваете себя, как я переживу еще один день, как я прокормлю себя, свою семью, тех, кто зависит от меня. Это не абстрактные идеи. Это недалекие концепции. Это боль, которую вы слишком хорошо знаете, реальность, с которой вы просыпаетесь и засыпаете. И все же, снаружи ты улыбалась. Ты входила в комнаты, надевала маску, смеялась с друзьями, кивала в разговорах, а внутри разваливалась на части. Ты притворялась, что все в порядке, потому что думала, что никто не сможет справиться с правдой о том, насколько тяжелой она стала. Бремя долга, бремя неудач, бремя отвержения, бремя молчаливых битв, о которых никто даже не догадывается. Дитя мое, ты слышишь меня? Хватит масок.
Хватит притворяться. Небесам не нужна твоя фальшивая улыбка, они откликаются на твой надломленный крик. А сейчас ты молишь о безотлагательном чуде. Не завтра, не на следующей неделе, не когда-нибудь в далеком времени, когда ты подумаешь, что будешь более готова. А сейчас. Чувствуете ли вы, как безотлагательно сжимается ваша грудь? Чувствуете ли вы это отчаяние? Это не слабость, это сигнал о близости преображения. Ведь каждый урожай начинается с семени, посаженного в истлевшую почву, и ваши слезы, ваша боль, ваши ожидания были этим семенем. Бог видел каждую бессонную ночь, каждую прошептанную молитву, каждый момент, когда вы обхватили голову руками и сказали: «Я больше так не могу». Вы думали, что эти слова остались незамеченными, но небеса услышали их все. И сам факт того, что вы слышите этот голос прямо сейчас, доказывает, что Бог не забыл свое обещание, свой завет, свой план для вашей судьбы. Позвольте мне спросить вас напрямую, сколько раз вы заглядывали в холодильник, в кошелек, в свое будущее и чувствовали лишь пустоту? Сколько раз вы лежали в постели и смотрели в потолок, боясь счетов, звонков кредиторов, боясь потерять все, что с таким трудом копили? Сколько раз вы смотрелись в зеркало и спрашивали себя: «Это мое наследство? Это все, что у Бога есть для меня? Неужели я проклят жить в нужде, пока другие процветают?» Эти вопросы жгут, потому что они реальны и обнажают рану, которую вы носите в молчании. Но позвольте мне открыть вам секрет: вы не прокляты. Вы не заброшены. Несправедливость, окружающая вас, это не последнее слово. Небесное изобилие уже предначертано вам судьбой, но оно требует вашей веры, вашего упорства и вашего нежелания сдаваться. Бедность – это не только пустые карманы, это дух ограничения, который пытается сковать вашу душу. Несчастье – это не только неоплаченные счета, это страх, который шепчет вам на ухо, что вы никогда не подниметесь, никогда не победите, никогда не выполните свое обещание. Но Бог, да, Бог уже постановил, что никакие цепи не будут держать вас вечно. Подумайте об этом: если вы устали, если вы измотаны, если вы ранены, это потому, что вы сражались в битвах, которые больше, чем вы сами. И все же вы здесь. Вы живы. Вы не уничтожены. Одно это доказывает, что ваша судьба важнее вашей борьбы. Не считайте странным, что враг напал на ваши финансы, ваше здоровье, ваши отношения, ведь именно там ваше наследие самое богатое. В вашей жизни борьба идет не только за деньги, это ваше духовное богатство, ваше изобилие мира, ваш божественный завет с небесами. И поэтому я говорю это ясно: ваше сердце молит о чуде сейчас. Не потом, не в какой-то далекой поре, а прямо здесь, прямо сейчас. Дверь благословения открывается, и ключ – ваша вера. Секрет не в том, чтобы притворяться сильным, а в том, чтобы отдать свою сокрушенность тому, кто превращает бурю в урожай. Слышите? Тишину нужды уже нарушает звук небес, движущихся ради вас. Но прежде чем мы углубимся, мне нужно, чтобы вы совершили нечто мощное, что-то незначительное, но с огромным влиянием. Прямо сейчас поставьте видео на паузу и поставьте лайк. Не стоит недооценивать этот момент. Этот акт веры – это заявление о том, что вы отказываетесь молчать, отказываетесь прятаться за маской «у меня все хорошо». Ставя лайк этому видео, вы соглашаетесь с небесами, говоря: «Да, Господь, и я готов к преображению. Я готов к своему изобилию. Я готов к своему чуду». Не прокручивайте дальше. Не откладывайте. Потому что ваш простой акт веры соединяет вас с потоком благословения, который высвобождается в этот момент. Вы замечали,
как каждый раз, когда вы делаете шаг веры, сопротивление нарастает. Когда вы молились, появлялись отвлекающие факторы. Когда вы пытались накопить, приходили неожиданные счета. Когда вы хотели верить, закрадывались сомнения. Это не совпадение. Это битва за ваше наследство. Бедность пыталась убедить вас, что богатство для других. Несчастье пыталось солгать вам, говоря, что изобилие недостижимо. Но вы должны подняться сейчас и заявить: «Хватит! Это мое время. Это мой сезон. Это мое чудо». Возлюбленное дитя, послушай, боль, которую ты несешь, голод, который ты испытывал, ночи, которые ты плакал, все это не напрасно. Это почва, на которой произрастет твой величайший урожай. И когда он придет, он будет неожиданным, сильным, безошибочным. Ты оглянешься назад в этот самый момент и поймешь, что Бог уже готовил дверь, которую нужно открыть, ключ, который нужно повернуть, благословение, которое нужно излить. Но твоя задача – сохранять веру, горящую в твоем сердце, и оставаться на связи до конца этого послания. Поэтому я снова спрашиваю вас, продолжите ли вы? Выдержите ли вы, пока не будет произнесено последнее слово? Потому что в грядущие мгновения я открою вам не только то, как Бог действовал в прошлом, но и то, как Он действует для вас сейчас. Сегодняшнее страдание – лишь подготовка к изобилию завтрашнего дня. Рана в вашем сердце – лишь место, куда Бог изольет свое исцеляющее масло. Пустой холодильник – лишь сцена для чудоумножения. Но прежде чем мы достигнем этого откровения, вы должны остаться со мной. Не останавливайся сейчас. Сохрани свое сердце открытым. Сохрани свою веру живой. Потому что то, что грядет дальше, потрясет тебя, воодушевит и докажет тебе, что завет Божий нерушим. С открытым сердцем вы взываете: «Господи, мне нужно финансовое чудо». И вы знаете в глубине души, что дело не в жадности, не в тщеславии, не в погоне за пустой роскошью. Дело в выживании. Дело в достоинстве. Это простое желание дышать без страха, спать без тревоги, обеспечивать свою семью едой без стыда, открывать холодильник и видеть его полным, а не пустым, поднимать телефонную трубку, не дрожа от мысли о кредиторах, требующих то, чего у вас нет. Дело не в эгоистичных амбициях, дело в том, чтобы жить как дитя Божье, с миром в душе и изобилием в доме. Каждая пролитая вами скрытая слеза, каждая пережитая вами бессонная ночь, каждое унижение, которое вы молча проглотили, все это молитва, вознесшаяся, как фимиам, к небесам, взывая о божественном вмешательстве. И вы не первая. Задолго до вашей скорби другая женщина, бедная, сломленная, забытая, в отчаянии вознесла свой вопль к небесам. В 4 книге Царств, глава 4, мы встречаем вдову пророка, муж которой верно служил Богу, но оставил после себя такие огромные долги, что кредитор пришел забрать 2 ее сыновей в рабство. Представьте себе ее горе. Она не только горевала по мужу, но и столкнулась с потерей детей самого семени ее наследства. Нищета дошла до ее порога. Несчастье ворвалось в ее дом. У нее не осталось ничего, кроме голоса. И с этим надломленным криком она пошла к пророку Елисею и молила о чуде. Разве это не похоже на вашу собственную историю? Вы работали, молились, пытались удержаться на плаву, но буря долгов, тень нужды, давление завтрашнего дня давят все сильнее. Как и та вдова, вы чувствуете, как вас душит тяжесть несправедливости. Ее кредиторы грозили отнять у нее сыновей, ваши кредиторы грозят отнять у вас покой, ваш дом, ваше будущее. Ее боль была публичной, ваша может быть безмолвной, но она ранит так же глубоко. И, как и она, вы спрашиваете себя: «Боже, услышишь ли ты меня? Ты откроешь мне дорогу,
или я останусь тонуть в этом несчастье?» Елисей посмотрел на женщину и задал ей вопрос, который на первый взгляд мог показаться жестоким. «Что у тебя есть в доме?» И она ответила с честностью и отчаянием: «Ничего, кроме немногого масла». Ничего, и все же что-то. Маленькое, незначительное, скрытое, легко упускаемое из виду, но это был тот самый ключ, то самое семя, та самая дверь, через которую Бог должен был явить ее чудо. Это масло, излитое с верой, умножалось, пока ее кувшины не переполнились. Она продала его, заплатила долги и жила на оставшееся. Нищета была побеждена. Нищета была разрушена. Ее наследство было восстановлено. Теперь я спрашиваю вас, что есть у вас в доме? Какое семя веры, какой шепот молитвы, какой надломленный крик вы все еще несете в себе? Презирали ли вы это, считая слишком малым, как она презирала свое масло? Говорили ли вы: «Господи, у меня лишь немного сил, немного надежды, немного денег, немного веры»? И все же, именно это самое малое небеса готовы умножить. Что, если ваше чудо сокрыто в том, что у вас уже есть? Что, если изобилие, которого вы так жаждете, ждет вас по ту сторону вашей готовности доверить Богу малое, незначительное, упущенное из виду? Подумайте о вопросах, которые эта история поднимает в вашей жизни. Сколько раз вы чувствовали себя покинутым Богом, которому служите, задаваясь вопросом, почему именно вам приходится сталкиваться с таким унижением? Сколько раз вы спрашивали: «Почему я, Господи?» Почему моя семья бедствует, а другие процветают? Сколько раз вы думали о том, чтобы сдаться, потому что считали, что в вас не осталось ничего, что стоило бы отдать? И все же, если у вас еще есть дыхание, у вас еще есть масло. Если у вас еще есть вера, пусть даже размером с горчичное зерно, у вас еще есть ключ, открывающий дверь благословения. Взгляните еще раз на чудо вдовы. Ее кувшины наполнились не ее силой, а послушанием. Она не знала, как умножится масло, но доверилась Слову Божьему через пророка. Доверился. Ли ты его слову? Или позволил страху подавить твою веру? Когда приходит указание с небес «молись», «верь», «давай», «прощай», ты колеблешься, потому что считаешь это слишком незначительным. Дитя мое, сверхъестественное всегда начинается с простого. Бог берет то, что ты называешь недостаточным, и превращает это в более чем достаточное. Но вот горькая правда: многие остаются в нищете, потому что останавливаются на пороге отчаяния. Они взывают, но ничего не делают. Они просят о чудесах, но так и не открывают свои кувшины. Они говорят, что у них ничего нет, но отказываются отдать то немногое, что у них есть. Вы все еще бережете свое масло, ожидая знака, который покажется вам более надежным и определенным. Что, если ваш прорыв задерживается не небесами, а вашим нежеланием действовать с верой? Позвольте мне глубже проникнуть в вашу рану. Сколько раз вы прятали от других свой пустой холодильник, притворяясь, что все в порядке? Сколько раз вы одевали детей, чтобы скрыть, что вам едва хватает денег на их одежду? Сколько раз вы говорили «я в порядке», хотя в глубине души кричали «Господи, я больше не могу»? Этот крик священен. Этот крик силен. Этот крик, подобно плачу вдовы, достиг престола Божьего. И тот же Бог, который умножил масло в ее кувшинах, это тот же Бог, который собирается умножить благословение в вашей жизни. Но Он задает вам тот же вопрос: что у тебя есть в доме? Есть ли у тебя еще вера? Есть ли у тебя еще сердце, способное верить? Есть ли у тебя еще молитва, сокрытая в твоих слезах? Тогда этого достаточно. Это ключ.
Это семя, которое откроет дверь изобилия. Чудо вдовы – это не только ее история, это ваша история. Детали могут различаться. Она столкнулась с рабством, вы – с долгами. У нее была нефть, у вас есть вера, но суть одна и та же. Несчастье пыталось уничтожить ее наследство, так же, как оно пытается уничтожить ваше. Нищета пришла к ней, так же, как нищета пришла к вам. Но она решила действовать. Она решила довериться. Она решила отдать то немногое, что у нее было, и Бог превратил ее ничто во все. Итак, позвольте мне спросить вас снова, со всей тяжестью небес, стоящей за этими словами, готовы ли вы излить то, что у вас есть? Готовы ли вы перестать говорить «у меня ничего нет» и вместо этого сказать «Господи, я даю Тебе это немногое», зная, что Ты сделаешь его изобильным? Готовы ли вы довериться завету, обещанию, наследию, которое было произнесено в вашу жизнь? Или вы останетесь парализованными страхом, в ловушке сомнений, скованными ложью врага? Возлюбленные мои, ваши бессонные ночи не напрасны. Ваши скрытые слезы не забыты. Ваши унижения не остаются без внимания. Они почва, на которой Бог готовит для вас величайший урожай. Тот же Бог, который видел отчаяние вдовы, видит и вашу боль. Тот же Бог, который умножил ее масло, умножит и ваше благословение. Тот же Бог, который превратил ее несуществование в изобилие, обратит вашу нужду в богатство, вашу бурю в урожай, ваш страх в свидетельство. Не сомневайтесь в этом. Не позволяйте врагу убедить вас, что ваше чудо предназначено для других, а не для вас. Завет Божий вечен, обетование нерушимо, наследие незыблемо. И прямо сейчас небеса спрашивают, доверите ли вы мне свой елей? И зальете ли вы свое сердце? Поверите ли вы, что ваше чудо начинается не завтра, не на следующей неделе, а сейчас? Оставайтесь со мной. История еще не закончена. Подготовка к вашему благословению уже разворачивается, и в следующее мгновение вы увидите, как ваша вера, даже в сокрушенности, высвободит изобилие, которое вам суждено унаследовать. Эта молитва с несомненной властью заявляет: двери открываются. Не когда-нибудь. Не в какой-то отдаленной поре, к которой вы все еще должны ползти. Но сейчас. Даже пока вы слушаете, атмосфера вокруг вашей судьбы меняется. Цепи дефицита рвутся. Круг нищеты распадается. Деньги, возможности, обеспечение, то, что когда-то казалось недостижимым, уже в пути, изливаясь из руки Божьей в вашу жизнь. Даже если ваши физические глаза еще не видят этого, ваш дух уже чувствует это. Тяжесть начинает отступать. Буря начинает утихать. Изобилие начало высвобождаться, а дефицит потерял право оставаться в вашем доме, в вашем сердце, в вашем будущем. Но здесь кроется священная истина, скрытый секрет, который постигнет лишь мудрый. Чудеса – это не случайные совпадения. Они – плод веры, послушания и преображения. Вдова, о которой мы говорили в предыдущей части, обрела свой прорыв, не отчаявшись, а проявив послушание. Она могла бы сказать: это наставление бессмысленно. Какая польза от небольшого количества масла? Она могла бы выбрать сомнение. Она могла бы остаться в скорби. Но она действовала, и благодаря ее поступку масло потекло. И вот, дитя мое, момент принятия решения для тебя. Что ты выберешь? Бедность или богатство? Нехватку или изобилие? Страх или веру? Выбор между добром и злом – это не только вопрос морали, это также вопрос того, какому голосу ты подчинишься, шепоту небес или лжи нехватки. Подумайте об этом каждый раз, когда вы заявляете: «Я беден, у меня ничего нет, я не могу этого избежать»,
вы присоединяетесь к духу нужды. Вы приковываете себя к буре. Но каждый раз, когда вы осмеливаетесь сказать «Бог – мой кормилец, двери открыты, мое наследие обильно», вы переходите в заветное соответствие с Создателем богатства. К какому голосу вы прислушиваетесь сегодня? С какой судьбой вы соглашаетесь? Потому что один путь ведет к постоянным страданиям, а другой – к божественному преображению. А теперь давайте поднимем вопрос, который пронзает сердце. Что вам нужно изменить, чтобы получить благословение? Ведь изобилие – это не случайный дождь, а урожай. А урожай приходит только там, где семена посеяны, обработаны и политы. Какие семена вы сеяли? Слова сомнения или слова веры? Действие отчаяния или действие послушания? Ждали ли вы пассивно, когда появится богатство, или, подобно вдове, готовили свои сосуды, ожидая, что Бог наполнит их? В этой истине кроется нравственная дилемма. Многие молят о чудесах, но продолжают цепляться за привычки бедности. Они тратят безрассудно, безудержно жалуются и отказываются посеять даже самое маленькое семя в почву веры. А потом удивляются, почему их сосуды остаются пустыми. Возлюбленные мои, скудость не только внешняя, она начинается в сердце. Если ваше сердце наполнено страхом, жадностью, горечью и сомнением, то даже благословение, приходящее к вам, ускользнет сквозь пальцы. Но если ваше сердце наполнено доверием, благодарностью, щедростью и молитвой, то даже самое маленькое семя умножится, давая урожай. Спросите себя честно, вы живете с менталитетом бедности или богатства? Бедность говорит: «Я не могу, я не буду, я никогда не смогу». Богатство говорит: «Я смогу, я сделаю, потому что Бог уже дал». Бедность смотрит на пустой холодильник и отчаивается. Богатство смотрит на ту же пустоту и заявляет: Бог наполнит его, потому что Он обещал изобилие. Бедность прячется в стыде, когда приходят счета. Богатство встречает их с верой, зная, что Бог, которому принадлежит скот на 1000 холмов, также является Богом списания долгов и сверхъестественного пропитания. Какой голос правит вашим сердцем сегодня? Речь не идет об отрицании своей реальности. Вдова не отрицала, что у нее ничего нет, кроме небольшого количества масла. Она говорила честно. Но разница в следующем: она не позволила своей нужде определить свое будущее. Она пожертвовала свое малое, и Бог превратил это в более чем достаточное. Вы тоже должны подняться над отрицанием и отчаянием и вступить в послушание и ожидание. Если вы хотите, чтобы двери благословения открылись, вы должны подойти к ним с верой, готовые использовать ключ молитвы и настойчивости. И вот вам кусочек особого знания, божественная тайна, нашептываемая избранным. Изобилие приходит не только в деньгах. Оно приходит сначала в духе. Прежде чем увидеть его на банковском счете, вы должны почувствовать его в своем сердце. Прежде чем коснуться его руками, вы должны провозгласить его своими устами. Прежде чем жить им в физическом мире, вы должны поверить в его сверхъестественное. Вот почему перемены начинаются еще до того, как приходят деньги. Вы чувствуете в своем духе, что что-то уже меняется. Дефицит теряет свою власть. Небесные окна открываются. Поток обеспечения уже начался. Но давайте проясним этот контраст. Бедность – это не только отсутствие денег, это присутствие страха. Изобилие – это не только наличие богатства, это присутствие веры. Бедность уменьшается, изобилие растет. Бедность прячется, изобилие наращивает. Бедность жалуется, изобилие восхваляет. Бедность ждет гибели, изобилие готовится к жатве. Видите?
Это два воюющих царства, и вам предстоит решить, какому из них вы принадлежите. Так что же вам нужно изменить? Начните с этого, измените свои слова. Перестаньте мириться с нехваткой. Перестаньте проклинать свою жизнь. Начните говорить о благословении, богатстве, наследстве, обещаниях и изобилии. Измените свои действия. Не удерживайте свой елей, свое семя, свою веру. Высвобождайте их в молитве, в щедрости, в ожидании. Измените свое видение. Перестаньте смотреть только на пустоту. Начните видеть глазами веры то, что наполняется. Не путайте это с мотивационными разговорами. Это истина завета. Это вечное обещание. Бог не нарушает своего слова, но Он требует вашей веры. Помните, масло текло только до тех пор, пока были кувшины. Если бы женщина перестала собирать кувшины, масло бы прекратилось. Ваше благословение течет пропорционально вашей вере. Приготовите ли вы больше кувшинов? Расширите ли вы свое видение? Или позволите страху диктовать вам границы? Я говорю вам прямо, это ваш поворотный момент. Это момент отказаться от нужды, разорвать завет бедности и принять наследие изобилия. Небеса ждут вашего «да». Ангелы обеспечения уже действуют, но они ждут вашего послушания. Присоедините ли вы свое сердце к завету? Шагнете ли вы от страха к вере? Раскроете ли вы свои руки и провозгласите: «Господи, я готов к своей жатве». Дитя Божье, услышь меня, двери открываются прямо сейчас. Готовятся возможности, которых ты не ожидал. Деньги, о которых ты и не мечтал, уже в пути. Долги списываются. Провизия умножается. Это не фантазия, это завет. Бог, умноживший ели вдовы, это тот же Бог, который умножает и твое благословение. Но твое сердце должно измениться, твои слова должны измениться, твое видение должно измениться. Ибо наследие изобилия не может обитать в сердце, цепляющемся за скудость. Оставайтесь со мной, ибо в следующей части мы перейдем от обещания к божественному провозглашению благословений и обещаний, произнесенных непосредственно над вашей жизнью. Если вы почувствовали перемену в своем духе, если вы знаете, что буря нужды теряет свою силу, тогда приготовьтесь. Следующие слова, которые вы услышите, не просто будут говорить о преображении, они высвободят его. С непоколебимой верой вы должны подняться и провозгласить всем своим сердцем: «Мои счета изменятся. Мои долги будут погашены. Моя финансовая жизнь будет восстановлена». Произнесите это вслух. Пусть это отзовется эхом в вашем духе. Не шепчите это как желание, провозглашайте это как завет. Ибо это не пустой оптимизм. Это не хрупкая надежда, которая может разбиться о ветры реальности. Это божественное обетование, сверхъестественный указ, священный завет, скрепленный самим вечным Богом. То, что вы провозглашаете с верой, небеса уже привели в движение. Невозможное уже движется к вам. Стены, которые блокировали ваш поток благословений, уже рушатся. То, что было скрыто, открывается. То, что было украдено, возвращается. То, что казалось навсегда потерянным, восстанавливается. И сегодня, да, сегодня ваша история начинает переписываться. Дитя Божье, ты не забыт. Ты не невидим. Ты не проклят. Ты избран, призван и отмечен наследием изобилия. Небеса уже провозгласили победу над твоей жизнью. Возможно, ты еще не видишь этого своими физическими глазами, но твой дух чувствует несомненные перемены. Бремя нужды ослабевает.
Цепи долго рвутся. Облако отчаяния рассеивается. И на его место в твою судьбу устремляется свет обетования, богатство завета, река изобилия. Остановитесь на мгновение и позвольте этой истине наполнить ваше сердце. Вы уже благословены. Еще до того, как оплачен первый счет, еще до того, как заполнен первый счет, еще до того, как распахнулась первая дверь, вы уже идете в благословение. Почему? Потому что благословение начинается в присутствии Бога, а не в цифрах на вашем банковском счете. Благословение начинается в завете, а не в валюте. Когда вы несете благословение, приходит богатство. Когда вы живете в обещании, происходят чудеса. Когда вы предаетесь неповторимому, происходит преображение. Итак, теперь с дерзновением возвысьте свое сердце и скажите: «Я благословлен. Я избран. Я изобилен. Я дитя богатого царя. Мой Отец – Бог, и Его богатство – мое наследие. Нехватка не имеет власти в моей жизни. Изобилие – мое право завета». Чувствуете ли вы перемену, когда произносите эти слова? Чувствуете ли вы, как меняется атмосфера, когда ваши уста провозглашают обетование? Это не совпадение, это сверхъестественная сила веры. Небеса отвечают, когда ваши уста совпадают с вашей судьбой. Позвольте мне показать вам глубину этого благословения. Долги не будут определять вас. Счета не поработят вас. Бедность не будет диктовать вашу судьбу. Ибо кровь Иисуса разрушила все проклятия, разорвала все цепи, заглушила всякий голос нехватки. Завет изобилия ваш. Наследие и богатство ваше. Обетование обеспечения ваше. Нехватка должна преклониться перед властью того, кто является вашим кормильцем. Двери должны открываться, когда Он повелевает им. Деньги должны приходить, когда Он их посылает. Возможности должны проявляться, когда Он их открывает. И услышьте эту святую истину: то, что откладывалось, не отвергается. То, чему сопротивлялись, не отвергается. То, что казалось невозможным, не недостижимо. Уже сейчас небеса организуют связи, прорывы, которые вас удивят. Телефонный звонок, которого вы не ждали, возможность, о которой вы думали, что она упущена, деньги, о которых вы и мечтать не могли, все это готовится к высвобождению. Чувствуйте это в своем сердце. Поток изобилия уже течет к вам. Теперь, возлюбленный, слушай всем сердцем, потому что то, что я собираюсь излить в твой дух, необычно, это священно, сверхъестественно и вечно. Ты проходил сквозь бури, ты нес бремя тревог, ты видел закрывающиеся двери, и твоя душа вопрошала: «Боже, когда же придет мое время?» И теперь, в этот священный момент, я говорю тебе: твое время сейчас, деньги идут. Благословение здесь. Богатство праведных высвобождается. Это не просто желание, это божественный завет, указ, который не может вернуться пустым. Ваш вера распахнул небеса, и чудо-ужин начал двигаться в вашу пользу. Не сомневайтесь. Каждое ваше слово вера – это не просто звук, это ключ, который открывает скрытые двери в невидимом. И теперь, когда вы провозглашаете это устами и верите сердцем, цепи, которые удерживали вас, избыток ломаются. Я вам говорю со всей ответственностью, обещание уже действует. То, что вчера казалось невозможным, сегодня уже изменилось в духовном мире. Вы стоите на святой земле, на пороге своих гаурожей, и я говорю вам: владейте ею с уверенностью, ибо наследование избранное принадлежит тебе. Позвольте мне напомнить вам, финансовое чудо уже началось. Двери денег, ключи возможностей, поток избыток, они не ждут завтрашнего дня, они действуют уже сейчас. Возможно,
вы пока не видите всей картины, но, как семена, посаженные в землю, скрыты до жатвы, так и ваши благословения прорастают в тишине. Но скоро, очень скоро то, что было скрыто, откроется, и ваш урожай будет неоспоримым. Я видел это. Долги списывались, счета заполнялись, возможности, которые казались невозможными, открывались внезапно, словно святая дверь распахнутся только для тебя. Я должен вам сейчас кое-что сказать, скрытый секрет, что многие упускают из виду. Обещать изобилие – это не будущее время, а вечное. Это значит, что оно всегда происходит сейчас. В тот момент, когда вы верите, в тот момент, когда вы заявляете, вы делаете шаг к этому. Не говорите «когда-нибудь я буду благословлен». Скажите «я благословлен прямо сейчас». Не ждите доказательств, чтобы поверить. Верьте, и доказательства сами вас настигнут. Вера не ждет это обладание, предшествующее видению. И тот, кто осмеливается обладать, вероувидит своими глазами то, что уже знало их сердце. Вы больше не стоите на краю нехватки, вы проходите через двери изобилия. Вы больше не ждете обещаний, вы живете в них. Вы больше не молите о выживании, вы процветаете в сверхъестественном изобилии. Это и есть трансформация, переход от скудости к достатку, от страха к вере, от нехватки к безграничности. И уверяю вас, как только вы примете этот переход, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Итак, поднимите руки там, где вы находитесь. Закройте глаза, если можете. И позвольте вашему сердцу воспряньте в благодарности, потому что благодарность – это голос обладания. Поблагодарите меня сейчас, а не потом, потому что потом будет слишком поздно. Поблагодарите меня сейчас, потому что урожай уже началось. Поблагодари меня сейчас, потому что дверь уже открыта. Поблагодари меня сейчас, потому что деньги приходят, и это не замедлит. Эта благодарность скрепляет решение, она скрепляет вашу веру, она венчает ваше заявление непоколебимой уверенностью. Да, возлюбленные мои, услышьте меня ясно, эта победа не хрупкая, не временная, не неопределенная. Она окончательная. Она свершилась. Она записана. Твои судьбы несут в себе чернила небес, и никакие земные обстоятельства не могут стереть их. Даже в тихие ночи, когда вы сомневались, слышу ли я вас, я уже посылал благословение. Даже в буре, когда вы думали, что вас забыли, я сеял семена изобилия. Даже когда двери захлопнулись, я держал ключ к большому дверь, через который мог пройти только ты. И вот он открыт. Но я спрашиваю тебя, избранный, поверишь ли ты в это всем своим существом? Предадишься ли ты истине, что ты не проклят, а благословен? Перестанешь ли ты повторять боль вчерашнего дня и начнешь ли провозглашать победу сегодняшнего? Потому что завет не приложен, но твое участие необходимо. Небеса сказали, но твой голос должен согласиться. Ты должен повторить то, что я возвестил тебе, чтобы земля и небо слились в единое целое. Так, не позволяя этому моменту пройти в молчании, открой уста и сверообъявите об этом сейчас. Деньги придут, и моя жизнь уже никогда не будет прежней. И как вы говорите, я говорю вам, богатство течет. Благословения движутся. Преображение проявляется. Вы вступаете в свое наследие. Вы идете к своей жатве. Завет активирован, обещачлив, и ваша судьба обеспечена. Это вечная истина. Теперь, возлюбленные, я прошу вас запечатлеть это слово не только в вашем духе, но и в вашей общине веры. Произнесите его вслух в комментариях, запишите его как свой указ, провозгласите его как свое свидетельство. Деньги приходят, и моя жизнь уже никогда не будет прежней. Ибо, провозглашая его публично, вы утверждаете свою веру, вдохновляете других и умножаете благословение. Не молчи,
твой голос, твой ключ, твой указ, твоя дверь. Произносите это, пишите это и наблюдайте, как завет проникает во все сферы вашей жизни. Но это благословение не только материально. Оно глубже, богаче, могущественнее. Это мир, заглушающий страх. Это радость, которая перевешивает печаль. Это сила, рождающаяся в слабости. Это достоинство, возрожденное там, где когда-то жил стыд. Вы не только выплатите свои долги, вы будете ходить на свободе. Вы не только наполните свой холодильник, вы будете пировать в изобилии. Вы не только выживете, вы будете процветать. Это преобразующая сила божественного благословения, оно возвышает вас над выживанием к переполнению. Позвольте мне вложить это благословение в ваше сердце с властью небес. Вы подниметесь над нищетой, которая насмехалась над вами. Вы выйдете из бурь, которые пытались вас потопить. Вы будете свидетельствовать о чуде, которое превратило ваше ничто в нечто большее, чем достаточное. Вы скажете с уверенностью: «Господь мой кормилец. Господь мой пастор. Я ни в чем не буду нуждаться». И мир увидит, что ваше богатство не случайность, не удача, а завет. Но чтобы полностью принять, нужно сдаться. Нужно перестать бороться своими силами и отдаться исключительному тому, кто несет силу преображения. Он не просит вашего совершенства, он просит вашего сердца. Он не требует ваших богатств, он взывает к вашей вере. Откажитесь от своего страха, сомнений, стыда, тревоги. Отдайте все это в его руки и наблюдайте, как он заменит их миром, обещанием, силой. Ибо врата благословения открываются не гордым, а сдавшимся. Понимаешь? В тот момент, когда ты отдаешь свое, небеса его подхватывают. В тот момент, когда ты прекращаешь борьбу, Бог берет битву на себя. В тот момент, когда ты перестаешь цепляться за скудость, изобилие льется рекой. Это божественный обмен, сверхъестественное соглашение завета. Недостаток теряет свою силу, потому что изобилие не заслуживают, оно наследуется. И ты, дитя мое, наследник небесного богатства. Давайте сделаем это личным. Провозгласите это в своей жизни, мои дела изменятся. Мои долги будут погашены. Моя финансовая жизнь восстановится. Двери открываются. Скрытые благословения открываются. Мой урожай растет. Мое наследство в безопасности. Скудость побеждена. Изобилие принадлежит мне. Говорите это каждый день. Говорите это смело. Говорите это, даже когда все вокруг вам кажется противоречащим этому. Ибо вера не ждет, пока увидит, она провозглашает и затем видит. Помните обетование, небеса уже провозгласили победу. Ваша история переписывается сегодня. Вы движетесь от пустоты к полноте, от сокрушенности к благословению, от нищеты к богатству, от отчаяния к судьбе. То, что когда-то казалось концом, теперь оказывается подготовкой к вашему прорыву. Ненавистная вам задержка – это та самая сцена для чуда, которое вы будете праздновать. Не сомневайся в этом. Не отступай. Стой гордо в своем наследии. Ты – сосуд благословения, носитель обетования, избранник Божий. Твоя молитва достигла престола. Твоя вера привела в действие завет. Твое послушание открыло дверь. И теперь поток изобилия не остановить. Итак, услышьте последний призыв этого благословения. Живите так, словно вы уже богаты. Ходите так, словно ваши долги уже выплачены. Говорите так, словно ваш урожай уже созрел.
потому что в духе это свершилось. Небеса так постановили. Ангелы обеспечивают исполнение. Бог подписал это своим вечным обещанием. И теперь, возлюбленное дитя, я прошу тебя запечатлеть этот момент верой. Оставь комментарий ниже со словами «Изобилие мое». С нехваткой покончено, точка, не медлите. Это ваше заявление, ваше согласие, ваш шаг веры. Написав его, вы подтверждаете небесам и своему сердцу, что завет благословения действует в вашей жизни. Возлюбленное дитя, давай приступим к молитве. Это не обычная молитва, не набор слов, произнесенных без силы. Это молитва завета, заявление, запечатленное на небесах, пророческий призыв, который направляет ваш дух, ваше сердце и вашу судьбу в соответствии с Божьими обетованиями. Речь идет не только о деньгах, хотя небеса произойдут даже в ваших финансах. Речь идет также об эмоциональном мире, о душевном покое, об освобождении от бремени, которое слишком тяжело нести, о свободе снова мечтать без страха, без стыда, без тени нужды, дышащей вам в затылок. Каждая копейка, освобожденная от долгов, каждый оплаченный счет, каждая открывшаяся дверь возможностей будут служить живым свидетельством того, что Бог совершает невозможное ради вас. Отче, мы стоим на Твоем Слове, как написано в послании к Филиппийцам 4:19, «И Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Мы провозглашаем сегодня, что нужда не имеет власти, ибо богатство небес неисследимо, вечно и преизобилует. Дитя мое, это твое наследие. Не крохи выживания, но изобилие славы. Не бремя бедности, но богатство завета. Каждая нужда будет удовлетворена, каждый долг будет погашен, каждая пустота будет заполнена не силой человека, но рукой Бога, которому принадлежит все. Помните вдову из 4 царств, глава 4, историю о награде и подготовке, о которой мы говорили ранее. У нее было совсем немного масла, но это «немного» стало ключом к ее чуду. Именно ее готовность подготовить сосуды, действовать с верой, открыла путь к избытку. Видите связь? Ваша вера, даже малая, это семя. Ваше послушание, даже трепетное, это сосуд. Ваше заявление, даже сказанное шепотом сквозь слезы, это подготовка. И небеса отвечают на подготовку наградой. Масло лилось, пока она была готова принять. Точно так же и ваши благословения текут, пока ваше сердце открыто, пока ваша вера жива, пока ваш дух не сдается. Теперь, Господь, мы провозглашаем слова из Матфея 11 часов 28 минут об этой избранной жизни. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, мы даруем покой там, где были мучения. Мы даруем отдых там, где была бессонница. Мы даруем облегчение там, где было невыносимое давление. Дитя мое, дни, когда ты нес это бремя в одиночку, закончились. Сам Бог снимает тяжесть. Буря в твоем разуме утихла. Тревога в твоей груди сломлена. Бессонные ночи превратятся в безмятежный покой. В Псалме 23 говорится: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою, это ваше наследие, восстановление души». Речь идет не только о деньгах, речь идет об исцелении вашего сердца, о возвышении вашего духа, о возвращении вашей душе надежды, достоинства и радости. Вы больше не будете прятаться от стыда, больше не будете притворяться благополучными, хотя внутри вас все рушится. Бог – ваш пастырь, и Он ведет вас к водам тихим. Отец, мы также. Провозглашаем Второзаконие 28:12 над этой жизнью. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое,
и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Мы разрушаем власть долга. Мы отменяем власть бедности. Мы высвобождаем изобилие небес. Дитя мое, ты больше не будешь жить под бременем долга. Ты будешь жить как взаимодавец, даритель, сосуд благословения. Те самые долги, которые унижали тебя, станут свидетельством сверхъестественного Божьего освобождения. И Господь, мы запечатлеваем эту молитву стихом из Исаии 61:7. «Вместо позора твоего тебе будет двойная честь, и вместо посрамления они будут радоваться своей доле. Посему на земле своей они будут владеть вдвое, радость вечная будет у них, дитя мое, прими это, вместо стыда честь, вместо смущения ясность, вместо отчаяния радость, вместо скудости двойное изобилие. Это твой завет. Это твое наследие. Это твое обещание. Итак, возлюбленные, поднимите голову. Осушите слезы. Расслабьте плечи, с которых свалился гнет страха. Все цепи нужды разорваны. Всякое бремя нужды снято. Все голоса бедности умолкнут. Вы не раб долга, вы дитя завета. Вы не обречены на страдания, вы избраны для чуда. Ваши сосуды наполняются, ваш урожай высвобождается, ваше изобилие изливается. Каждая сэкономленная копейка, каждый списанный долг, каждое неожиданное поступление средств будут доказательством того, что сам Бог действовал в вашу пользу. И это не только ради вашего выживания, но и ради вашего свидетельства. Вы снова будете мечтать. Вы снова будете строить. Вы снова воскреснете. Во имя всемогущего Иисуса, скрепленное вечным заветом, свершилось. Аминь. Теперь, когда ваша душа наполнена верой, вы должны смело заявить об этом. Деньги придут, и моя жизнь уже никогда не будет прежней, только не позволяйте этому остаться лишь мыслью. Не шепчите это с сомнением. Произнесите это с уверенностью, с убеждением, как тот, кто несет завет изобилия. Эта молитва не просто слово, это указ. Духовный ключ, открывающий двери, которые никто не может закрыть. Божественное провозглашение, которое изменило атмосферу и разорвало цепи. Ваше финансовое чудо не где-то там, вдали, оно уже началось. Семена посеяны, сосуды приготовлены, масло течет. И ваша победа, несомненна, она окончательно, вечно запечатлена на небесах. Услышьте меня ясно, тот, кто верит и заявляет, обретает обещанное изобилие. Не завтра, не на следующей неделе, не и когда-нибудь, если все сложится. Нет. Изобилие ваше уже сейчас. Урожай уже созревает. Двери богатства, благословения и обеспечения уже распахнуты. Тот самый шторм, который пытался сокрушить вас, теперь стал сценой, на которой Бог являет свою славу. Те же слезы, которые вы проливали молча, теперь станут свидетельством, которое вы будете делиться публично. Там, где нищета пыталась написать вашу историю, изобилие взяло перо. Там, где долг пытался заставить вас замолчать, завет дал вам новый голос. Там, где стыд пытался похоронить вас, обещание вознесло вас выше. Возлюбленное дитя, ты больше не тот, кто прячется в страхе перед счетами, в стыде перед нуждой, в молчании отчаяния. Ты – избранный сосуд благословения. Ты – наследник богатства. Ты – наследник обещаний. Повторяй это снова, пока твой дух не задрожит от уверенности, деньги идут. Благословение пришло. Моя жизнь уже никогда не будет прежней. И теперь, когда эта молитва подходит к концу,
не позволяйте огню в вашем сердце угаснуть. Пронесите его в свое завтра, в каждое решение, в каждый разговор. Ходите с поднятой головой не из гордости, а из-за завета. Живите так, словно победа уже ваша, потому что она есть. Говорите так, словно изобилие уже проявилось, потому что так оно и есть. Провозглашайте так, словно чудо уже свершилось, потому что так предопределили небеса. Но послушай меня, возлюбленные, это не конец. Это только начало. Поток благословений, в который вы вступили, необходимо взращивать, защищать и расширять. Вот почему вы должны оставаться на связи. Подпишитесь сейчас, чтобы не пропустить следующее послание, следующую молитву, следующее откровение, которое поддержит ваше чудо и увеличит ваш урожай. Этот канал не развлечение, а ваш алтарь веры, ваше место встречи с божественной истиной, ваша заветная связь с голосом небес в вашей жизни. И я прошу вас сейчас, в качестве акта веры, оставить комментарий ниже следующими словами: «Мое чудо началось». «Мое изобилие здесь», напишите это, запечатайте это, провозгласите это. Ибо сила жизни и смерти в языке, и каждое произнесенное вами слово становится семенем в вашем духе. Не молчите. Не позвольте этому моменту пройти, не отметив его верой. Ваше заявление не для меня, оно для вас, и оно – свидетельство небес. Наконец, возлюбленные, позвольте мне оставить вас с такой уверенностью: то, что Бог начал, Он завершит. Деньги придут. Долги исчезнут. Возможности появятся. Двери откроются. И ваша жизнь, ваша история уже никогда не будет прежней. Ходите в мире, ходите в силе, ходите в изобилии. Ибо завет ваш незыблем, наследие ваше несокрушимо, и судьба ваша изобильна. Оставайтесь со мной, потому что в следующем выпуске мы углубимся еще глубже. Мы поговорим не только о том, как принять чудо, но и о том, как его сохранить, взрастить и умножить, чтобы ваше благословение стало рекой, которая никогда не пересыхает. А пока носите это слово в своем сердце, финансовое чудо уже началось, и победа окончательна.